coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, товарищи, с вами Хулдым. И мы продолжаем проходить доп. Сюжет Доверие, первую часть. Наконец-таки выйдет она. И буду надеяться, скоро выйдет видео по Дасквуду, так как что-то я, запоздал. Уже сколько времени прошло, я до сих пор даже еще одну часть не выпустил. Все из-за этой опять ошибка какая-то произошла у меня. Ну да ладно. Давайте продолжим, очень уж мне интересно, что будет дальше. Приятного вам просмотра. Тут сейчас в правом верхнем углу выйдет подсказочка, загляните, это предыдущая серия, или вообще весь плейлист гляньте, если вы впервые с первой серии посмотрите, с дополнением. Ты президент, а я еще перепугаю чего доброго. Ладно, хорошо, я пойду. Так, ну да, просто тут сохранений нет, пришлось мне перебежать вот на этот вот сюда вот. Моника делает глубокий вдох и неуверенно заходит в класс. Ого, как ты быстро! Мамочки, стыдно-то как? Стыдно-то как? Что такое? В чем дело? Ну, я в кабинет зашла, а она даже от книги не оторвалась. Поэтому я просто оставила листовку у нее на столе и ушла. Ха-ха. Прелесть какая. Я уверена, она наверняка теперь придет к нам в клуб. Очень на это надеюсь. Ну что, пойдем обратно? Они возвращаются в класс. Сайори Сайори рада радишенька, что у нее все так хорошо получилось. Монике до сих пор неловко. Моника и Сайори вновь садятся и начинают обсуждать свои планы. Они перебирают все возможности привлечения новичков от серьезных до самых нелепых. Пробежавшись по списку, Сайори и обсудив идеи, которые пришли в голову Моники, они решают, что делать дальше. Я бы сказала, мы отлично потрудились сегодня. Ага, мне кажется, прогресс налицо. Скорее бы тут появилось побольше народу. Ой, а это что? Сайори заглядывает в листок, над которым Моника корпела чуть раньше. Не смотри, там глупости всякие. Я просто размышляла. Приходи в литературный клуб, сердце открой словами. Это же супер! Ха-ха. Мне это показалось слишком напыщенным. Но Сайори задумывается на пару секунд. Знаешь, мне кажется, ты себе недостаточно доверяешь. В каком смысле? В смысле, даже не знаю, мы с тобой говорили сегодня, и у меня такое чувство возникло, как будто ты вечно боишься что-то сделать неправильно. Да, но ты бы назвала себя перфекционисткой? Угу. Точно, это я и есть. Понимаешь, в своей голове я точно знаю, как все должно быть. А на меньшее не соглашусь. И на меньшее не соглашусь. Но ведь это толкает меня вперед, заставляет не опускать руки. Я не вижу тут ничего плохого. Возьми хоть наш клуб. Мы можем воплотить в реальность свою мечту, сделать его идеально. Но у нас на это один единственный шанс. Поэтому я очень боюсь отклониться в сторону, потерять концепцию. И какая у тебя концепция? Ну, Моника задумывается, потом качает головой.
Она вздыхает. Я не знаю. Я всего лишь хочу... Моника замолкает, не договорив. Сайори с улыбкой постукивает пальцами по листку бумаги. Сердце открой словами. Мне кажется, то, к чему ты стремишься, это создать клуб, который нужен тебе самой. Ты, конечно, ты знаешь себя лучше, чем кто бы то ни было. Но я рядом и всегда готова помочь. Моника улыбается Сайори в ответ. Удивительно, какая ты добрая. У нас будет лучший клуб на свете. Сайори кивает, и они обе какое-то время молчат, погрузившись в свои мысли. Тишину нарушает лишь негромкое гудение кондиционера. Вокруг все замерло в неподвижности, и только солнечные лучи пробиваются из-за туч, то пропадают вновь. Тьфу. Только солнечные лучи то пробиваются из-за туч, то пропадают вновь. Сайори широко зевает, нарушив торжественность момента. Что, по домам? Как скажешь, ты же у нас президент. Ха-ха-ха. В таком случае на сегодня клуб закрывается. Увидимся завтра. Ага. Сайори Так, вперед. Сайори Просеев подхватывает свои вещи. Ты иди, а я посижу еще немного. Тьфу, что ж такое? Да я и подождать могу. Все в порядке, мне просто надо побыть одной. Ладно, если так. Сайори радостно машет Монике на прощание. Удачи! Моника улыбается и машет рукой в ответ. Сайори выбегает из класса. Оставшись одной, она со вздохом погружается в свои мысли. Она не была готова к самоанализу, но Сайори подтолкнула ее, и Моника решает, что ей нужно поразмыслить об этом. Клуб, который нужен мне самой. Не понимаю. Я просто хотела создать клуб, который меня увлечет. Дать другим людям нечто такое, что сделает их счастливее. Ты делаешь что-то для себя. Этот клуб, ты хочешь сделать клуб, который сделает тебя счастливой, но не все такие идеальные, такие прям четкие, прям супер школьники, как ты. Это наподобие того же самого Лайта, из Тетради Смерти. Он был, же, единственным хорошим таким супер учеником, как и ты. Литература – это ключ. И окно, в которое можно заглянуть и увидеть себя настоящего. А не человека, который вынужден всем улыбаться и поступать как надо. Человек, которому вечно приходится быть идеальным. Да. В идеальности главная вообще проблема. Реально, быть перфекционистом — это боль. Я кучу раз это ощущал. Это пипец, когда ты над чем-то торопишь, пытаешься сделать идеальным, а потом замечаешь, что все эти часы были бесполезными. Внезапно на полу у своей парты Моника замечает бумажную папку. Это что, Сайори обронила? Надеюсь, там не ее домашка. Встревожившись, Моника открывает папку. Стихи? Это папка со стихами. Стать цветком. Радость, сорванный цветок, цвет, аромат, красота в моих волосах. Я каждый день рву цветы, будто они росли для меня. Жили, набирали сил, миг, и этому конец. Все для меня, все для моей радости. Хочу еще, больше радости, больше счастья. Рву, 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 каждый день. Рву, 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 красота в моих волосах. Рву, 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 ты умрешь, и ты тоже. У меня под ногами последний цветок. Он манит меня. Я сгинаю стебелек, обрываю цепкие корни.
Ласкаю в пальцах последние мгновения радости. Но для чего? Теперь куда ни кинешь взгляд, луг, что еще недавно радовал цветением, лежит опустелый. Своими руками я это сотворила, убийца радости. И тогда я решила, что должна сама стать цветком. А вот тебе и мораль. Считай, получается, мораль Сайори, по которой она живет. Что там? Стоп. Сайори? Все? Вторая часть. Ну давайте тогда вторую часть погнали. Все-таки видео вышло слишком коротким, блин. На 6 минут. Что-то быренько. Еще один день проходит, словно и не было его, и литературный клуб собирается снова. Моника должна была написать план сегодняшней встречи и заданий, но она так и не смогла отдалиться от чувства вины и тревоги, накативших на нее после прочтения стихотворения Сайори. Какая же Я здесь. Как я могла позволить себе стать центром внимания? У Сайори внутри творческая... Извиняюсь. Ай. У Сайори внутри творится такое, а я позволила ей утешать себя, вместо того, чтобы утешить и ее. Какой из меня президент клуба? Все это время мне и в голову не пришло спросить, что у нее на душе. Вот тебе и концепция. Ну, блин, по правде. Ну, вы знакомы всего лишь, сколько там, день-два. Вы 2 дня знакомы. Я понимаю, конечно, сблизиться с человеком, но за 2 дня прям начинать прям рыться в душе человека, особенно в такую прям в глубину прям зарываться. Как-то глуповато. В клуб входит Сайори, как всегда, со своей обычной улыбкой на лице. Но при виде расстроенной Моники улыбка уступает место выражению озабоченности. «Моника, с тобой все в порядке? Прости меня. Я такой ужасный друг». «Чего? Ты вообще о чем? Ты самый лучший друг». Моника качает головой. Я это все замутила ради себя. Получается, сделаем так. Я создала это все ради себя. Ведь и ты вчера так сказала. Помнишь, ты сказала, что я пытаюсь сделать клуб, который нужен мне, самой. Но мои проблемы такие ничтожные по сравнению с твоими. Сайори отвечает очень тихо. Ты о чем? Но лицо у нее мрачнеет. Через несколько секунд до Сайори доходит, и она бормочет. Я оставила тут свою папку. Моника молча смотрит перед собой, не зная, что сказать в ответ. Я была не готова этим делиться. А теперь ты волнуешься за меня. Не надо. Я не хочу. Почему? Мы ведь друзья, правда? Сайори безмолвно кивает. Друзья заботятся друг о друге. Я хочу помочь тебе, как ты помогала мне. Между ними повисает тишина. Атмосфера в комнате становится невыносимо тяжелой. Это другое. Вчера дело было не в тебе, а в клубе. Кроме того, все было так хорошо. Не нужно, Моника. Я не хочу. Мне нравится, когда хорошо. Если ты будешь волноваться, это будет чистой воды эгоизм. Ой, опять именно шарманка завелась опять. Моника потирает лоб.
пытаясь пытаясь найти выход из этого парадокса. Если Сайори не хочет делиться определенными вещами, это вполне понятно. Конечно, читать чужие стихи без спроса нехорошо, но с другой стороны, Моника не может просто взять и забрать и забить на проблемы подруги. Прости, что я прочитала. Это было нарушение твоих личных границ. Нет, я не осуждаю тебя за то, что ты подсмотрела. В любом случае надо было проверить, моя это папка или нет. Моника делает глубокий вдох. Ладно, я понимаю, что ты не хочешь, чтобы я волновалась. Думаю, я постараюсь забыть об этом, и будем просто жить дальше. Но ты можешь мне кое-что пообещать? Что именно? Моника на секунду замолкает, собираясь с мыслями. У нас тут литературный клуб. Место, где люди могут самовыражаться любым способом, даже если обычно это у них не получается. Такая вот концепция. Наше общее. Сердце открой словами, ну или как-то так. В общем, я хочу, чтобы ты пообещала, что ты об этом не забудешь. Не обязательно прямо сейчас, но я хочу быть рядом, когда тебе это понадобится. Я хочу, чтобы мы были с собой. Сайори радостно улыбается. Обещаю, если ты тоже пообещаешь. Моника улыбается в ответ. Даю слово. Я тоже. К концу разговора атмосфера в комнате заметно разряжается. Что ж, с этим разобрались. Теперь можно приняться и за клубные дела. Хочешь поучить меня писать стихи? Чего? А как же набор новичков? Не волнуйся, у нас еще много времени. Но сейчас я чувствую, что хочу заняться именно этим. Мне же нужно соблюдать свою часть договоренности, верно? Хи-хи-хи, в такой просьбе я точно не смогу отказать. Главное, чтобы у тебя не было завышенных ожиданий. Я много пишу, но, знаешь, в теории не сильна. Ничего страшного. Мне кажется, мне скорее нужна мотивация. Труднее всего обычно дается начало. Начинать не так уж и трудно. Просто записывай свои чувства и смотри, куда они тебя выведут. Но ничем хорошим это обычно не кончается. Так и задумано. Тебе придется много сражаться с собственным перфекционизмом. Хи-хи. Попробуй записать свои ощущения и обращай внимание, какие мысли у тебя при этом возникают. Как ты сможешь соткать сюжет из своих эмоций. Так ты сможешь соткать сюжет из своих эмоций. Сначала запиши, что ты чувствуешь. Привести текст в порядок можно позже. Это, знаешь, это ведь не то, что железную дорогу прокладывать из пункта А в пункт Б. Скорее, как коллаж. Сначала собираешь все нужные детали, а уже потом складываешь из них что-то красивое. По крайней мере, я делаю именно так. Это не единственный способ. Но очень помогает не застрять в самом начале. Понимаю. Я обычно так зацикливалась на том, как текст звучит, что забываю о самом важном. Моника достает листок и ручку и начинает записывать. Перестань быть перфекционисткой. Дура. Ха-ха-ха, шучу. Моника старательно вычеркивает слово дура. Нет, оставь. Что? Зачем? Ты считаешь, что я дура? Конечно же нет. Но весь смысл в том, чтобы не подвергать свои чувства цензуре, так? Хочешь нагнать драматизма? Пожалуйста. Ха-ха-ха. Но я просто... в общем, да.
Ниже зачеркнутого Моника снова выводит слово «дур». Потом задумчиво смотрит на свой листок. Слова смотрят на нее. Забавно, да? Я записала то, что меня в себе бесит. И тут же взялась за старое. Да уж, привыкать придется долго. Я в тебя верю. Спасибо. Я тоже. В смысле, в себя. Ну и в тебя, конечно. Хе-хе-хе. Моника продолжает упражняться, фиксируя на бумаге свои мысли. На удивление трудно записывать их, не задумываясь. Но через какое-то время с помощью Сайори листок бумаги перед Моникой заполняется случайными мыслями и наблюдениями. Фух, Моника просматривает листок. Слушай, я смотрю на это, и внутри все сжимается. Это так мерзко, но вместе с тем я вроде как чувствую себя свободнее. Ого, это заметно, учитывая, как ты старалась. Я очень за тебя рада. Думаю, ты будешь писать отличные стихи. Ха-ха-ха. Ты меня переоцениваешь. Мне придется очень-очень стараться. Но, кажется, да, мне нравится этим заниматься. С тобой. Сайори солнечно улыбается. Ой, прям греет сердце. На этом предлагаю закончить, но у нас еще есть время. Давай поработаем над новой листовкой для клуба. Тут я не буду настолько сильно придираться. Да, давай. Моника и Сайори берутся за дело. С каждым днем они обо всем больше, все больше верят в свой клуб. Ну а уже дальше мы узнаем, куда заведет их вера в их клуб. Удастся ли им все-таки приманить других членов. Но скорее всего получится. Я вот жду, когда появится Юри или Нацуки. Скорее всего будет первая Юри. Хотя, зная какая... Получается, то видео было 25 минут. 6 минут где-то я потратил на это. Получается, главы идут где-то по 30 минут примерно. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Эх, приятно, честно говоря. Это вот такое прям счастье прям окутывает. Вот я из-за этого, по правде, всегда беру участие у Сайори, потому что с ней чаще всего вместе с грустью появляется какое-то веселье. Нацуки и Сайори, эти два героя. Нацуки вообще полностью веселая, так как там крайне слабо затронуты ее проблемы, кроме там намеков на то, что там с отцом что-то не так. А у Сайори веселая, еще более веселая, но с большими проблемами. Ну ладно. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии с предложениями новых игр, мнением о видео, конструктивной критикой. Буду рад вас услышать. И поболтать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забудьте нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы о новых видео узнавать первыми. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.